Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это только прогноз. И всего лишь карты. Реальность, она диктует какие-то свои правила. Но я так надеюсь, что ваша интуиция, подсказки вашего шестого чувства и образы карт помогут какую-то прояснить для себя проблему или какой-то вопрос, может быть, рассмотреть как альтернативный вариант. И мы сегодня сделаем наш Таро расклад на двух колодах. Первое это будет у нас золоченое Таро с иллюстрациями Чиро Маркетти. И у нас будет еще и Ленорман колода. И я ее люблю за то, что она умеет подмечать то, что как будто скрыто. Вот то, что ускользает от внимания. Но на самом деле это важно учесть. И я решила применить, может быть, и для вас эти подсказки тоже будут интересны. Но вначале у нас расклад наш традиционный. Первая карта мы достанем. Она у нас называется «Что важно знать». Или, может быть, какие-то основные события, вокруг чего будут развиваться, к примеру, по мнению Таро. И у нас переворачивается семерка мечей. Вообще по этой карте, ну, следует быть так похитрее, прямо скажем, поизворотливее. Может быть, и люди могут хитрить. Ну, значит, и мы где-то должны быть в таких же энергиях. Что-то мы тут не должны прошляпить определенно. Рыцарь жезлов. Это у нас на дне колоды. Могут быть какие-то известия, какие-то новости. Может быть, на что-то придется быстро откликнуться и отправиться куда-то. Или совершить какую-то поездку, в принципе, что-то. Ну, давайте я сама достану карты. Что важно знать? Вторая карта чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И дела, работы, бизнес. По энергиям посмотрим. Что у нас с финансами? И что у нас в личной жизни? Итак, что важно знать? Четверка кубков. Ну, правда, нам нужно быть внимательным, чтобы что-то не пропустить. И тут ведь со знаком плюс, как будто рука нам протягивает кубок, а человек, молодой человек, сидит и где-то так он замечтался или зачитался, но нет здесь вот того значения, которые идут в других колодах, как апатия. Нет, здесь может что-то ускользнуть от нашего внимания, потому что мы не очень внимательны. Поэтому нам сразу говорят, не пропусти чего-то. Будет какая-то, может быть, возможность. Или, может быть, возможность приходит, знаете, не тем путем, как мы ожидали. Или нам будет предложено что-то, а мы рассчитывали на совсем другое. Но как будто нужно рассмотреть все варианты. Вот об этом говорит карта. Будет важно от чего-то именно либо не отказаться, либо чего-то не пропустить. Чего не избежать. Но это у нас словно начало, старший аркан, нулевой. И в этой колоде, обратите внимание, здесь шут изображен как маг. Он жонглирует зодиаком. По сути дела, что такое жонглер? Манипулятор великий. И на самом деле от нулевого аркана дурак до следующего аркана маг всего-то один шаг. И поэтому здесь может быть для кого-то удивительный какой-то случай, возможность, который, ну, определенно стоит рассмотреть, уже насколько это дело, предложение, вопрос пойдет дальше, неизвестно. Но вот, по крайней мере, примерить какую-то возможность на себя, мои дорогие, определенно стоит. Хотя у кого-то ведь это нулевой аркан, это карта еще вдохновения. Это ваш какой-то внутренний инсайт, какая-то идея приходит в голову, и мы хотим ее реализовать. Или у кого-то из вас это встреча с новым человеком, какое-то новое знакомство или предложение новой должности. И, может быть, вы себя не чувствуете
Ну, как-то уверенно, и вы можете раздумывать. Так вот, не раздумывайте, надо все применять время такое, что потом мы разберемся. Конечно, безусловно, мы должны на себя надеяться в первую очередь сами, не ждать, что нам кто-то как счастливый случай поможет. Поэтому наше пристальное внимание, внимание к каким-то деталям и, наверное, в любом варианте, что бы мы тут ни пробовали, ну, где-то представлять, что я буду делать, если что-то идет не так. Вот в этом плане надо такой вопрос себе где-то там вот в подсознании сохранять. То есть мы тогда как бы готовы к неожиданностям. А как раз по шуту сами по себе неожиданности могут быть. Аркан шута называется хаос перед началом творения. Тут действительно хаос какой-то может быть как информационный, так и в принципе быстро меняющиеся ситуации, обстоятельства, так и какие-то новости, может быть, противоречивые. И сначала разобраться, каково будет продолжение той или иной информации, чему следует доверять, вот может быть сложно, но нам придется, видимо, где-то научиться плавать в этом фарватере, потому что для нас есть какие-то возможности, мои дорогие козероги. Но пристальное внимание убережет нас определенно как и от ошибок, так и позволит увидеть новые возможности. Вот есть какая-то реальность, понимаете? И пусть она достаточно турбулентна, но, видимо, вот именно в таком качестве у нас появляются какие-то новые как и возможности, так мы видим какие-то свои перспективы, так, может быть, даже вот эта переменчивость времени для вас может быть как стимулом к вашему творчеству или для вас может послужить даже вдохновением, хотя вы, мои дорогие козероги, вы больше любите порядок, но здесь вот может быть совершенно какая-то смена энергии, которая вас может как захватить, так и вдохновить, и какие-то подвиги новые, такое тоже может быть. Ну, давайте посмотрим, чему сейчас не время. Ну вот правда, от чего-то отказываться, уходить, хлопнув дверью, или вот в эту неделю искать как будто выход из создавшегося положения. Нам говорят, подожди, отворачиваться от чего-то тоже не время. Мы должны что-то не пропустить. И мы на этой неделе, повторяюсь, еще точно не знаем, каково будет продолжение. И часто так бывает, кстати, даже в отношениях. Те люди, которые нам встречаются, и с ними, например, первое, что с чем мы сталкиваемся, это может быть своего рода конфликт или такое, знаете, взаимное непринятие друг друга, или разность каких-то интересов. И нам кажется, что мы, ну, диаметрально противоположны. Но проходит время, и мы постепенно узнаем какие-то новости, и в последующем мы понимаем, ну, может быть, человек и высказался где-то резко, но человек не имел ничего плохого. Человек говорил искренне, он выражал свою точку зрения, может быть, и рисковато, но этому человеку можно доверять. И наши отношения как раз переходят в другую плоскость, и мы становимся лучшими друзьями. Такое бывает в нашей жизни. В наша жизнь вообще состоит из парадоксов. И вот какой-то такой парадокс может быть на этой неделе, но продолжение, повторяюсь, мы еще пока не видим. Поэтому и не время как будто суждением окончательным и вердиктом, мои дорогие. Так, что нам помогает? Вы сами себе помогаете. Ваша надежность, ваша уверенность. Финансы где-то помогают, положение финансовое нам здесь уже король Пентаклей. Он надеется, правда, сам на себя, и, в принципе, у него все подсчитано, все достаточно прагматично и по тезис какому-то плану. Вот, наверное, планирование где-то помогает в целом. И значит, если придется какие-то планы подкорректировать, ну, не беда. Но ваша позиция или ваш статус по этой карте, ведь она статусная, несомненно, очень прочный. Может быть, и к вам будут обращаться люди за советом, или могут обращаться, ну, может быть, и финансовой какой-то помощью. Не могу сказать, что король Пентаклей направо-налево тратит деньги, особенно теперь. Тем более с учетом планетарных событий 23 у нас числа. Венера будет ретроградная, поэтому с финансами тут наоборот, мы все аккумулируем где-то. Быть аккуратнее с финансами, словом. Дела, работа, бизнес. Но здесь у нас все по закону. Карта Верховного Жреца– это как получение новой должности у кого-то может быть, или нового статуса через должность. У кого-то, может быть, это в личной жизни проигрывается. Предложение кто-то делает, а может быть, и вы сами делаете. Или начинаете раздумывать по части того, что они оформят ли нам отношения.
Ну, тогда принять во внимание, что, опять же, по ретро-Венере, как минимум с 23 июля и по 4 сентября, но не очень желательно, так, по крайней мере, считается, что мы можем получить словно какой-то возврат, потом что-то может пойти не так. То есть свадьбы нам, буквально говорят, играть можно, а вот де юры какие-то подписи на документах, ну, не очень предпочтительны. Хотя жизнь, она многогранная и разная, и далеко не всегда вписывается в какие-то там прогнозы. Но, тем не менее, это наш статус, где-то мы смотрим на дела, работы, бизнес, и это может быть именно в делах какой-то прогресс или какие-то ценные предложения. Может быть, знаете, несмотря на турбулентность какую-то или непостоянность какой-то обстановки вокруг вас, вас как будто могут заметить и что-то предложить. Или какая-то возможность, может быть, о себе заявить так вот тоже и улучшить свой статус и финансовое положение. У нас все-таки верховный жрец – это иерофант. И иерофант нищий не бывает. А еще надо сказать, вот сама по себе вот эта стабильность ваша, Козероги, это и есть где-то аркан Верховный Жрец или Иерофант. То есть вот где-то так вот с вашей позиции, мои дорогие Козероги, уверенно вперед, мы можем для себя сделать что-то кардинально хорошее. Ну и именно еще и как будто законное, то, на что мы потом можем опереться, то, что нам будет служить длительное время, то есть что-то перспективное все же определенно есть. Хотя вот, например, если вы преподаватель, это правда может означать какую-то новую должность, потому что по карте Иерофант проходит еще как учитель, к которому все обращаются за помощью. Это можем и мы, кстати, искать какую-то информацию в высоких инстанциях, чтобы решить какой-то вопрос или подписать или оформить какие-то документы, договоры, соглашения, контракты и так далее. Финансы. Десятка кубков. Что сказать? Тут и про финансы, тут и про семью, тут и про дом полная чаша, тут и про радость, тут и про счастье, тут про все. Вообще 10 это по нумерологии как бы наивысшая карта. И правда, она за собой несет только прекрасные эмоции, прекрасный статус материальный и вообще в целом такое благополучие. И у вас это выпадает на финансы, значит деньги будут. Может быть и придут деньги, особенно если вы ждете. Или, опять же, предложат что-то такое, что в последующем увеличит ваш заработок. Или вы увидите сами какие-то возможности и, значит, начать как будто что-то с нуля и улучшить свое финансовое положение тем или иным способом. Точно есть возможность. Что в личной жизни, хотя нам, в принципе, тут уже сказали, что как раз личная жизнь или есть возможность ее устроить. И очень символично, мои дорогие, посмотрите, кто-то из вас может встретить пару. Может состояться новое знакомство. У вас 3 удивительных старших аркана. Пусть это не ко всем будет относиться, но тем не менее у кого-то это точно проиграется в личной жизни. Аркан нулевой. И посмотрите, Верховный Жрец и Верховная Жрица. Это 2 человека самодостаточных, где-то уже, ну, с опытом, которые имеют какой-то, как я говорю, послужной как и список, так и опыт за плечами, может быть, да, определенная степень независимости, безусловно, по этим картам, потому что проходит. И вот 2 независимых, казалось бы, человека могут встретиться и создать новую историю любви, могут создать семью, могут создать, ну, для себя двоих, наверное, то место, где вам будет наиболее комфортно, где вам будет счастливо, где вас будут понимать и искренне к вам относиться. И даже неважно, какой у вас возраст, но это может как раз сработать, даже, я бы сказала, у людей в возрасте, вот почему я это сказала, что есть уже какой-то, как и пережитый опыт, так и есть уже какие-то, может быть, и значения со знаком минус, но мы на все смотрим более мудро, и ведь здесь 2 мудреца встречаются. Поэтому у кого-то из вас какая-то новая личная история вполне может быть. А может быть вполне еще и такой вариант, что вы уже познакомились, и теперь каким-то образом у вас станет на повестке дня
вопрос, а что мы делаем дальше? Вообще удивительная неделя, когда для нас будет какие-то открывать как и новые возможности, так и перспективы. Для тех, кто в семье, кто в паре, по верховной жрице есть какая-то тайна ведь еще, да? Или, может быть, ваше отношение такое вот более независимое тоже может проиграться. Но тогда мы помним, что мы должны взаимодействовать, да, как бы и с миром, так вот, может быть, и какие-то возможности приходят, когда вы словно можете прочувствовать, куда идет этот процесс. Или, может быть, правда, у кого-то на повестке дня купля-продажа дома, недвижимости, переезд стоит. И значит, вы, мои дорогие козероги, как раз вот как эта верховная жрица, которая обладает мудростью, интуицией, она может прочувствовать, а нужно ли мне в этом направлении или нет. Как будто не просто просчитать, а именно прочувствовать. Ну, а верховный жрец– это с позиции мудрости, закона. Вы тоже можете где-то обдумать этот вопрос и решить, а стоит игра свеч или нет. У каждого по-разному, безусловно, будет проигрываться. Давайте мы достанем на Ленорман одну карту и поинтересуемся, вот чему следует, может быть, уделить внимание, что для вас будет на этой неделе иметь большое значение. Вот лично для вас. На что как будто обратить внимание нужно. Или заострить, может быть, внимание. Как видит Ленорман. Карта звезды. Вообще прекрасная карта замечательных перспектив. И вы знаете, если у кого-то, вот я скажу, по личной жизни была какая-то прежняя история со знаком минус, по этой карте, правда, и с учетом тем более старших арканов, которые так совпали, какая-то совершенно новая история у вас может проиграться. Та, которая для вас подарит как уверенность, надежность друг в друге именно. Когда позволит создать теплый, уютный дом, то место вашего комфорта, куда хочется приходить, где вы себя будете чувствовать, ну, наверное, как, знаете, и в безопасности, так и какое-то вдохновение получать, может быть, от ваших отношений. Это теплые, доверительные, в принципе, отношения уже предполагаются по карте звезды. Это сама по себе счастливая достаточно карта. Это как все-таки, что такое звезды? Источник света. И вот здесь словно, даже если, почему я сказала, прежняя история была с какими-то минусами, вот здесь как раз плюсы мы какие-то больше видим. Но я бы сказала для всех, вот так вот, чтобы суммировать, что мы можем добиться практически всего, что мы себе поставим в план. Для нас нет ничего невозможного. Главное определить методы, чтобы были все законные они, это в первую очередь, прислушаться к собственной интуиции. Какой бы наш вопрос тут не стоял, либо мы хотим получить должность, или улучшить свой статус, или материальное положение, пожалуйста. Хотим мы решить вопросы личной жизни, пожалуйста. Хотим мы совершить переезд или поменять какую-то свою недвижимость, пожалуйста. Для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. И где-то старт вот будет на этой неделе. Это на самом деле очень значимая по планетарным событиям неделя, которая открывает словно, знаете, вот такая прелюдия перед дальнейшими свершениями. Как минимум до конца 2023 года, ну и с заходом на 24, потому что помним, наверное, что этот год адаптации и именно построения своего островка безопасности, своей маленькой вселенной, где нам будет хорошо, уютно, надежно. И это касается как и материальных вопросов, воплощения, так и нашей личной жизни. Я имею в виду про любовь. Мои дорогие козероги, перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.